Довольно любопытная новость, друзья, давайте с ней немножко разберемся. Само сообщение короткое, но я попытался взглянуть чуть поглубже. Сообщает news.ru, Путин запретил с 1 апреля вывозить из Российской Федерации в ЕАЭС, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан больше 100 тысяч долларов. Ограничение вступает в силу с 1 апреля, также с 1 мая вводится запрет на вывоз золотых слитков массой более... Господи, я не знаю, вы часто вывозите золотые слитки? Ну, это, конечно, я с иронией, понятное дело, по кому удар. Ну, впрочем, если кому-то непонятно, сейчас разберу. Более 100 граммов за исключением отдельных случаев. Ну, давайте теперь разберемся, потому что у меня, не знаю, возможно, как и у вас, возник вопрос вообще, для кого это, по кому это. Господи, увидеть бы, как это, как в одной миниатюре было, увидеть бы, как это куча денег выглядит. Но, тем не менее, и так я пытаюсь понять, что происходит. Суть в том, что ограничения Путина бьют по тем, кто вывозит крупную наличку и золото, физические чемоданы, денег, слитки. Ну, понятно, кого это касается. Сейчас активно с ними борется, кто в кэш все выводит. Ну, теневики, короче говоря. Они по обычным туристам с 2-5 тысячами. При суммах от 10 тысяч долларов нужны декларации, бумаги, крупные суммы, риск вопросов, задержаний и изъятий. Слитки золота свыше 100 грамм почти нельзя вывозить. Человек с капиталом в крипте, вот я ему задал искусственному интеллекту, поищи информацию, а вот у меня в крипте, ну, например, Чубайс уехал, у него, может, и не было чемоданов денег, у него в криптоключ и все. Да, там миллиарды лежат народных денег ваших. Человек с капиталом в крипте, который везет через границу только сид-фразу, ну, это пароль, который в Индонезии активно при помощи паяльника уговаривают некоторых рассказать. Ну, это так, к слову, но сейчас мы не будем в это погружаться. Вслед за, паяльником, формально не подпадает под эти лимиты, он вывозит не деньги, а информацию. Риски по крипте начинаются позже, кстати, тоже важный момент, почему я и рассматриваю некоторые вопросы, там, каких-то закрытых корпоративов за границей, от тех, кто и по-русски говорит плохо, не говоря уже о том, чтобы провести какой-то корпоратив, там, да, ну, вот эти, которые разъехались, товарищи, они зачастую рассказывают, что они проводят какие-то корпоративы, там, Пугачева, господи, что там на корпоративах, я уже предполагал, что, может быть, она там анализы какие-то особые сдает, ну, тут пожилая женщина, может, ее изучают где-нибудь в Германии, в Шарите, в подвале, там, ну, закрытый корпоратив где-то, да, вот. Но если шутки в сторону, то жутко любопытно. И мое объяснение очень простое. Это так же, как с технологиями по отмывке денег, когда продается какая-нибудь картина. Кстати, та же Пугачева ведь в этом засветилась. Она пыталась вывести 2 фуры музейной ценности некоторых там, творений, каких-то вещей, картины. А потом выяснилось, провели экспертизу, что они не такие уж ценные. А заявлены были как ценные. Зачем ей это надо? Чтобы их продавать как ценные. И вот вам и кэшик, вот вам и легализация денег, которые где-то кто-то намыл, может быть, банки грабил, может быть, бюджеты разворовывал. Ну еще, да, вот отмывка так и происходит. А деньги становятся легальным. Картину продал, да, бабушкино наследство. И привет. Да, такие методики есть. Вот, это так, что по поводу корпоративов там и всяких арт-увлечений, а вы замечали, наверное, что все с мутными бизнесами, они прям так все любят картины, да, удивлялись? Но я по этому поводу расследовал. Риски по крипте начинаются позже, когда меняет ее человек на фиат в банке, обменнике, там уже включается финмониторинг, налоги и проверки. То есть ты, когда их пытаешься все-таки легализовать, а то ведь и паяльник, да, есть банды, которые занимаются тем, чтобы если у тебя на крипте или кэше, да, грабят. Грабитель кого грабит? Как Иван Васильевич меняет профессию, да? Вы храните в банке, если деньги, если они у вас есть. Вот криптовалютчик, так сказать, да, ну то у кого деньги в крипте, он очень сильно рискует. То есть его можно просто замучить, чтобы он отдал эти деньги, рассказал свои ключи. Вот, их надо легализовать. А это тоже не так просто. Крипто, конечно, есть, банкоматы, криптоматы. Но ты получишь, и что дальше? Ну вот идет бандит, стюк тебя по башке, а у тебя $1 миллиард там. И привет кому-то нужен, да? Вот так. Их надо как-то легализовать. Ну, для этого, да, еще раз я объясняю, для этого вот это есть схема отмывания. Но, тем не менее, отмыть-то надо. Если ты не отмыл, то мало того, что тебе по башке могут стукнуть, еще и все равно то государство, где ты с криптокошелька больше, там, чем $100, как мы с вами, несчастные граждане, которые не знают, что там своим мамам, папам перевести. Если ты себе миллионы там переводишь, тебе все равно вопрос, ты не пошел в банк и положил. Так что с ними что-то надо делать. Такой вот интересный момент. Так что вот Россия закрывает возможность вообще вывозить. Плюс, если ты вывез, там еще везешь много вопросов. Но там я уже много раз, да, еще раз говорил, что есть свои методы. Тем не менее, я пытаюсь разобраться дальше. Значит, но если крипту это так не влияет, то с какой целью вообще этот закон? Ведь в крипте можно вывозить. Вот искусственный, поковырявшись там в новостях, он сообщает, перекрыть чемоданный вывод капитала, ну это вот первая цель этого закона. Богатый серый бизнес и коррупционеры массово вывозят кэш именно чемоданами и мешками.
спасая сбережения за границей. Заставить крупные суммы стать прозрачными, чтобы каждый крупный рубль был привязан к фамилии и отчеству, ну, то есть легализовать деньги. Источнику дохода, ну, весь мир этим озадачен, так что здесь, собственно, ничего особенно не прибавишь, и по нему можно было доначислить налоги, ну и так далее. Усилить валютный контроль в условиях санкций. Власти хотят, чтобы деньги оставались в системе Российской Федерации, естественно, работали внутри экономики и не утекали за рубеж. Ну, тоже опасная тенденция, потому что, ну, похоже, что государство это делает не ради закона, почему оно не делало это вчера, а просто деньги сейчас вот нужно... Ну, как-то, да, то есть, вот не хотят выпускать капитал, но это не значит, что этот капитал у вас останется, да, то есть, это все равно тенденция довольно опасная, смотря, еще раз, с какой целью она делается. Если она делается, потому что государству нужны деньги, ну, значит, не вы и не закон вокруг вас нужен, да, а просто как пень, и потом эти теневики, ведь они, наверное, не из воздуха появляются, что это на них не охотились вчера, позавчера, что там с этими чубайсами, откуда у них там хреново гора денег, на какие шиши живут они все эти уехавшие, позволяйте сказать, да, которые мы несчастными избежали, живут, просто жируют, да, откуда это все? Вот. Но, наверное, тоже где-то накопилось, оно же не просто появилось, не от того, что они там на кошельком колдовали. Политический и силовой контроль над элитами также, скорее всего, цель. Чем сложнее тихо вывести состояние, тем сильнее зависимость крупных денег от государства силовиков. Ну, то есть, все это берется, конечно, под контроль, и тут свой интерес государственный. Что, ну, вот меня, например, это не очень радует. Я бы больше радовался, если бы интерес был гражданского населения, когда боролись бы с преступниками, а с ними бороться надо. Ну, вот сколько у власти Владимира Владимировича Путина, вот столько с ними надо бороться. Почему появляются вокруг все эти теневики? Еще раз, откуда берутся чубайсы, всякие Собчаки и прочие товарищи, которые нам, наверное, не очень, да, друзья и близкие. Вот. А вот сейчас, как бы, наверное, все-таки продиктовано больше ситуаций, и, наверное, это все-таки не про закон. Хотя, еще раз, не знаю, скажите свое мнение, ну и увидимся уже в дальнейшем. Мне показалось любопытным, казалось бы, заметка маленькая, ну вот, чтобы было прозрачно, что вывозят. А что ввозят, должно быть прозрачно или нет. Но я, кстати, со своей стороны вот еще добавлю, что я интересовался криптоматами, ну, потому что по всем это бьет, я люблю покататься, как турист. У меня нет чемоданов денег, я не долина. У меня 25 килограмм Цирульникова на криптовалюту не несет, который потом присел на 7 лет, не очень понятно, я так и не понял, за что. Вот. Но я интересовался, и, например, в Москве на криптокошелек, сейчас не соврать, по-моему, положить можно, а взять нельзя. А в некоторых регионах можно. То есть надо ехать куда-то, криптоматы в Москве. Ну, не в Москве, вообще в России. Они вроде как где-то есть. Ну, вот не везде, например, то есть не в обе стороны они работают. Тоже с каким-то интересом, видимо, все это делается. Причем, еще раз, мне казалось, и даже любопытно было, то, что как раз в Россию было сложно что-то. Да и, в принципе, торможение Ютуба – это тоже ведь ограничение движения в Россию, потому что это деньги, которые шли в Россию с площадки, которые платят из США. Меня, кстати, тоже это удивляло, вот с точки зрения России тормозить Ютуб невыгодно именно, что касается притока капитала. Ну, видимо, наверное, та информация, где люди делятся своим мнением, настолько пугала кого-то там и где-то, что предпочли лишить себя потока денег, довольно серьезного потока денег. Те самые блогеры, они затаскивают одним своим существованием реально деньги из мира внутрь России. И когда это все начали тормозить, плюс там монетизацию отключали, ну это понятно, так вот монетизацию, значит, внешний мир как раз вот он это понимает, значит, да, чтобы вот в Россию не шло. Но тем не менее, какие-то блогеры все равно что-то придумывают, тогда Россию к этому подключить. Такое ощущение, что совместная работа, чтобы в Россию ничего не шло, и внутри России, и снаружи. Ну, в общем, тут иной раз запутаешься, чьи интересы не очень понятно, так что он попытался с этими разобраться, и это попытка, ну, остановить, скорее всего, отток капитала, при этом параллельно, чтобы и не протекало тоже желательно, так безопаснее. Короче, ради безопасности тут вот главное, так сказать, чтобы не дойти до анекдота, выколю себе глаз, чтобы, значит, у тещи взять кривой был. Ну, не знаю, посмотрим, как будет дальше, друзья мои. В любом случае, пишите, как это видите вы. Иногда так вот с порога не сразу поймешь. Ну, и закон вы услышали. Довольно любопытно. Ну, и учитывайте, если повезете мешочек денег, то мешочек лучше взять поменьше.